Приветствую всех, друзья! С вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. Начался период убывающей Луны, который можно проводить чистки. И сегодня мы сделаем с вами общую диагностику на наличие возможного негатива. Будет 3 варианта, и каждый из вариантов покажет, какой вид негатива может быть, как он проявляется в сферах жизни реальной и как он отражается на здоровье. Настраивайтесь на себя, на свою ситуацию. Будет 3 инструмента. Первый по рубашке можете выбирать или по номеру 1. Рубашка 2, номер 2. И рубашка 3, номер 3. Итак, начнем с 1 номера, с затмений. Посмотрим. Это будет такая экспресс-диагностика, почакровая диагностика возможного наличия негативных влияний. Прислушивайтесь к себе, к своим ощущениям, к своим мышцам, да, к своему телу, к своим эмоциям, чувствам, мыслям. Настройтесь на себя, на свою энергетику. И давайте смотреть. Итак, первое. Давайте немножечко так в стороночку его, чтобы не мешало. Чтобы не мешали нам карты. 7 карт. 1 чакра, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Если вы сейчас делаете чистки или только сделали чистки, не надо делать диагностики. Вообще диагностики сразу после чисток не делайте. Не меньше, чем полгода должно пройти после всего. Энергетика стабилизируется. То есть, если вы делаете сейчас обряды, ритуалы, не делайте диагностики, не лезьте туда. Не мешайте энергиям очищения делать свое дело. Итак, 1 чакра. Друзья, если кто-то чувствует, что есть крадник, вот мне часто пишут, да, там, посмотри, да, именно на краднике. Ну вот, если именно крадник ищешь, что вот он, ты его нашел, да, как говорится. Ну и смотрите, как он проявляется в материальной жизни. Ну, вы просто теряете. Теряете деньги, теряете возможности, теряете успех, теряете себя. То есть материальный мир, крадник у вас. Ну, тут можно дальше не смотреть даже. Возможно, зеркальная магия. Ну, может быть, просто делали обряды, ритуалы через зеркало. 2 чакра. 3 чакра. Негативный самонастрой, но здесь он у вас идет не в контексте того, что вы себя накрутили. Нет, здесь уже идет самонастрой на волю. То есть вы подавляете свою волю. И вы не верите в успех. Вам трудно добиться успеха. Самореализация трудная и так далее. Да. И еще может быть такое, что вы сами формируете негативные сценарии уже по вот этой карте. То есть сами влияете на то, что вы теряете. Аркан бесплодия на сердце, то есть могут быть тщетные попытки налаживать отношения. В отношениях могут быть сплошные поражения, ну и может быть связь энергетическая с любимым человеком оборвана, утрачена, или многие попытки наладить отношения никак не могут увенчаться успехом. Да. Обратный ход колеса. Если вы не делали перезагрузку матрицы судьбы, вам ее делать обязательно надо. То есть, если вы до нее еще не дошли, вы до нее дойдете, обязательно делайте. Обратный ход колеса может быть такое, что у вас кто-то украл вашу судьбу. Такое может быть. Но если вот вы думали когда-то об этом, то неважно, думали вы об этом, не думали, да, вы уже себя настроили на это. Да, то есть, раз вы себя настроили, оно уже это произошло. Да.
Предпоследняя чакра Луна, но здесь все карты свидетельствуют о магии вашей жизни. То есть крадник однозначно есть, может быть переклад или может быть кража судьбы, обратный ход колеса. Или когда подмена судеб, когда вы проживаете не свою судьбу. Ну и последняя змея. Змея здесь, она больше как бы о мудрости и об опасности, да, вот так. То есть этот сигнал для вас вот в этот расклад. Вот если вы зашли вот вообще случайно на мой канал, ну не подписаны даже, кстати, подпишитесь, вот, или, знаете, вот скептически смотрите на там, гадания, ну вообще на порчу, на все вот это такое. Ну, прислушайтесь как мудрость, и у вас еще есть помимо всего опасность какая-то. Ну, посмотрим, на чем она может отражаться. Быстренько пройдемся по, ну, вот где у вас отражается крадник. Да давайте везде посмотрим, все карты посмотрим. До здоровья мы еще не дошли с вами. Третий уровень будет уровень здоровья. Итак, крадник у вас, там, видите, может быть из детства, да, то есть вот так, детская карта. А может быть на успех, на прибыль, ну, потеря денег. Может быть на здоровье с детства или здоровье детей. Такое прям. Ну, вообще это карта успеха, в принципе, карта личности, то есть это на вас. И уже там, как оно связано с вами, смотрите по ситуации. Зеркальная магия может быть связана с отдалением вашего интимного партнера. Самонастрой. На самонастрой у вас вы не можете найти себе место, не можете найти как бы ту зону комфорта, где вам будет спокойно, сыто и ну, комфортно. Да? Зону комфорта не можете найти. Бесплодие. На бесплодие у вас выпадает аркан радости. Ну, это больше как бы нету радости с партнером. Вот такое. Опять-таки могут быть проблемы с деторождением. Смотрите, да, если это у вас есть особенно, то тогда оно резонирует. И ну, где-то у вас с коллективом будут трудности, исходя из вот этих карт всех. Обратный ход колеса у вас связан с судьбой, особенно если что-то связывает вас с отцом. Почему с отцом? Потому что у вас Солнце – это Творец, Отец изначально, да. То есть, ну, если где-то подменивали, то все, что связано с мужской родовой программой. Луна или магия, да, или что-то темное у вас, кстати, на чакре Аджна. Аджна у вас это может быть еще и ясновидение ваше. Ну, посмотрим. Нет, это магия, которая угнетает вас. Десятка мечей. Ну, такое, может быть, головные боли, ну, больше, да, о головных болях. И, ну, об опасности вообще. Потому что у вас вот эта карта, рядом опасности, а десятка мечей и Луна, тут получается концентрация карт негативная очень. Змея опасность. Ну, это просто опасность, которая говорит о том, что тебе нужно желательно это убирать, снимать. Купель нужна, да, вот. Когда мы с вами ставим на алтарь Грааль, вот он Грааль, да, или купель, мы очищаем энергетику. То есть, ну, желательно чистка как бы энергетики, потому что это уже верхняя чакра. Ну и давайте на органах, как это все отражается, быстренько пробежимся. Быстренько. Органы. То есть, смотрите, обращайте внимание, то, что беспокоит, или я буду показывать орган, да, вы смотрите, есть там резонанс или нет. Может, у вас какое-то хроническое заболевание там, по той карте, которая сейчас выпадет. Предупреждаю, арканы содержат, ну, как бы, внутренние органы людей, человека точнее, людей, да, человека. Ну, если кто-то вот тяжело воспринимает, можете это пропустить, может вам достаточно 2 предыдущих слоев. Так, первый орган – мозг. Может быть связан с деменцией,
Альцгеймер, ну или все, что касается интеллектуальной деятельности. Вторая – пищевод. Обращайте внимание на желудок, трахею. Третье – гипоталамус, координация особенно, если у вас там носит вас, голова кружится, право-лево путаете, ну, в общем, такое. Носоглотка, гаймориты, ну, все, что связано с дыханием, с глоткой и воспалительными процессами, ринитами и так далее. Кровеносная система, в том числе давление. Трахея, дыхание. Носоглотка, трахея тут очень сильно связаны. Но Луна у вас с трахеей связана. Но знаете, как вам это, если магию вы чувствуете, по идее, если чувствуете, то она вам поперек горла уже устали от нее. Ну и последняя мочеполовая система, особенно по-женски. Тут есть еще и мужские карты. Все, больше мы ничего сегодня смотреть не будем. Обратите внимание, вот на этих органах вы будете, скорее всего, чувствовать магию, которая связана с крадниками, с рассорками, ну, в отношениях, да, в коллективе, ну, и с подменной судьбы. Ну, а также худшие сценарии вашей жизни по вот этой карте, они, ну, как бы сбываются. То есть вы ожидаете чего-то плохого, и оно подтверждается, как правило. Окей. Следующий расклад у нас пойдет на колоде номер 2. Давайте смотреть. Так, карты, которые выпадали сегодня, они повторяться уже не будут. То есть ни с этой колоды, ни с этой колоды. Вообще ни с какой колоды. Так. Это я сюда положу. Ну, а эта колода, естественно, уже уходит в сторонку. Итак, друзья, расклад номер 2. Давайте я часы переверну. Все-таки по 10 минут мы где-то будем каждый расклад делать. Итак, это экспресс-диагностика. Более точную диагностику, естественно, я могу сделать только по фото. Но ваша настройка на ситуацию, на свои мысли, чувства, на свои органы внутренние. Вот, если вы чувствуете, что есть какие-то проблемы, может быть, какая-то беда, да, не дай бог, ну, повторяющиеся проблемы. Если вы сейчас делаете чистки или только прошли их в течение полгода, вообще не смотрите вот это все. А лучше вообще тогда не смотрите после чисток, особенно если защиту поставили. Так, ну, особенно если себя хорошо чувствуете. Если после чистки вы себя не очень хорошо чувствуете, даже через полгода обращайтесь к доктору. Да и вообще, если что-то не то, то к доктору сперва, да. Так, ну давайте начнем. Расклад номер 2, диагностика номер 2. Вечер. Ну, карта неплохая. Смотрите только, если у вас, ну, нету утомляемости такой. Знаете, как вот прям вот нету силы, все, да, вот если такого нет, то все ок. Вторая карта – вольтирование, причем чакра номер 2. Смотрите, вот этот расклад, он очень актуален для людей, у которых есть отношения между полами, да, так называемые половые отношения. И если у вас там есть соперник, соперница, треугольники. Ну вот оно, сердце сразу. То есть то, что я только что сказал, оно подтверждается мгновенно, да, тут на уровне воли. То есть вы волей, неволей, судьбы связаны, может быть, в треугольник. Если у вас этого нет, все, это уже, наверное, и не ваше. Ну, сейчас еще посмотрим. Ну, мед здесь, зависть может быть, кстати. У вас есть, скорее всего, защита какая-то или очень хороший ангел-хранитель. Имейте в виду. Кстати, слышите, а вот вам ангел-хранитель вот этим ударом часов дает о себе знать. Поэтому сегодня обязательно каким-то образом поблагодарите ангела-хранителя тем или иным способом. Не знаю, как вы это будете делать, но он
напомнил о себе вам. Имейте в виду. Так, здесь развод. Ну, понятно. Вот этот расклад, он там 99,9% для треугольников. Если вы не в треугольниках, но если вы развелись и вдруг ваш там муж или жена, да, ну, кто как, ну, вот, может быть, вот это вот вольт. Вот, то есть у вас могли увести партнера, партнершу, ну, или сам ушла. Но уже когда ушел, тогда будут вот это вот проявляться у вас. Обращайте внимание на вторую чакру, на сердце, да, вообще, ну, в принципе, на все здоровье, но особенно вторая чакра, третья и сердце. Да, ну и видите, зачатие тут, ну, тут как, смотрите, тут может быть проблемы с деторождением, у кого по негативу идет, тогда это будет с родовыми программами еще связано. Но особенно для треугольников, то есть половые контакты, отношения, партнеры, дети, да, деторождение и треугольники. Хорошо. Давайте, ну, все-таки, давайте мы проблемные карты посмотрим. Вот именно проблемные. Хотя нет, мы все-таки все посмотрим. Зачем ограничивать себя в возможностях, если мы имеем свободне время та натхнення, як кажуть, да? Якщо ми маємо вільний час та натхнення. Окей. Вечер у вас на переходе из одного мира в другой. То есть вечер, знаете, кстати, сумерки – это трещина между мирами, помните, да? Ну, кто помнит. Кто не в курсе, это из Кастанеды. Но у вас как минимум родовая программа может быть негативная. Еще. Помимо треугольника, я уже сказал, да, тут родовые программы по рождению. Смотрите, родовая программа по линии матери может быть негативная. Вольтом вам что-то забирали, через вольтирование у вас что-то забирали. Может быть самореализация, проблемы с самореализацией здесь, но больше здесь забирали либо партнера, партнершу, ну, либо ваш творческий потенциал. На сердце у вас мужчина или что-то связанное с дистанцией с мужчиной. Ну, мед и дьявол. Не знаю, здесь дьявол как будто бы липнет к вам, да, не то чтобы намазано медом, а просто он с вами тесно связан. Поэтому здесь просто как вольтирование, оно просто усиливается. Ангел-хранитель у вас 100% вас защищает, и все, что на вас есть плохого, оно как минимум 50% закрывается. Может быть пентаграмма и прямой, кстати. Может ли у вас быть темный ангел-хранитель? В принципе, да. Ну вот видите, на разводе у вас хаос. И ну, это просто говорит о том, что дух прямо падает на развод. Может быть негативная родовая программа, если постоянно теряете партнеров, да, или развелись и после этого не везет. Если развелись, поэтому после этого не везет, могут быть проблемы вот здесь. Вам закрывали вторую чакру, перекрывали. Вам и вашему партнеру, может быть. Тут все зависит от обстоятельств. Ну и последнее зачатие и пятерка кубков. Что-то связано с прошлым. В этом раскладе негатив связан с двумя аспектами. Негативные родовые программы по линии матери и негативы после разводов. Или после треугольника. Или в разводе, или в треугольнике одновременно. Так тоже может быть. Давайте посмотрим, на каких органах вы это можете ощущать. Особенно вот эту карту, вот эту карту. Ну, вот красные карты, которые вас предупреждают. Да? Так, давайте, на каких органах? Первая чакра – руки. Ну, здесь это о прошлом больше, о связях, но это суставы, фаланги, да?
пальцев и кисти рук, да, может крутить суставы. Так, смотрите, у вас на вольте падает позвоночник. Проблемы с позвоночником, проблемы со ступнями ног, в том числе кожные. Еще я вам так скажу, у вас может быть сглаз. То есть у вас есть ангел-хранитель, он вас защищает где-то наполовину, как я сказал. То здесь может быть просто пробой энергетический. Смотрите, глаз и дьявол – это devil eye, да, или око дьявола, ну или с глаз иначе. Так, рот, смотрите, но это больше зубы. То есть, может быть, ну, у вас с кем-то была ссорка-рассорка, вот это может быть еще, но тут ангел-хранитель, вам нужно мириться с ангелом-хранителем, особенно если вы не чувствуете защиту ангела-хранителя, и обязательно тогда ставить защиту, если вы вдруг поссорились с этим ангелом-хранителем. Развод, хаос отображается, ну, то есть проблемы с зубами, на ягодицах. То есть он может быть вам бумерангом или боком вылазит уже длительное время, долго, да. То есть развелись давно, а последствия этого развода тянутся вот по сей день, пока вы не попали на этот расклад. Ну и волосы, кстати, на волосы у вас волосы выпадают в нужной чакре. То есть и либо у вас шикарные волосы, прям проблем нет, либо у вас прям беда-беда с волосами, но это говорит еще о том, что у вас защита слабая и с высшими силами связь минимальная. Вот на эти органы обращайте внимание. Еще раз, кисти рук, спина, ступни ног, глаза, в том числе с глаз, зубы, ротовая полость, попа, ну это больше бедра, ну, потому что форма бедер уже или еще, да. Ну и волос. Ну, например, вы вот там бедра, да, качаете, а они не качаются, как вариант, да, или зрение и так далее. Хорошо. Ну, тут не очень-то и хорошо, но все, оно не очень хорошо, но хорошо, что мы что-то слышим, да, и где-то вам что-то перекликается. Если вы где-то ловите резонанс, обращайте внимание на то, где вы ловите резонанс, в какой чакре, в каком органе, да, вот так. Ну и последний, третий расклад. Сегодня такой немножечко экспрессик у нас. Давайте сюда в стороночку. На третьем раскладе я скомбинирую карты вот эти и вот эти по здоровью. Интересно будет. Давайте посмотрим. Так, карты. Ну, давайте все-таки немножечко перемешаем их вот таким вот образом. Это вверх. Это разделим пополам сюда. Это разделим пополам сюда. А это прям на самый низ пойдет. Ну, окей. Итак, раз. 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Настраивайтесь на себя, на свои органы, на свою интуицию, на свою ситуацию, на свои ощущения. Первая чакра, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая. Первое – физический мир, творческий, сексуальный, волевой, живот, сердце, горло, третий глаз вот здесь и макушка, корона вот здесь. Есть еще более нижняя чакра, более верхняя, но она как бы больше, они уже больше связаны как бы с таким настолько трансцендентным, да, что в материальном мире оно меньше всего отображается. Хорошо, давайте первое. Чакра. Подклад. Ну, здесь смотрите, здесь негатив может передаваться через подклады. Поэтому смотрите, там волосы, грязь, земля, тухлятина, дохлятина, вещи, тряпки, трусы, там, ну, всякое может быть, что угодно, да, кровь, в общем. Все, что вам подкидывают на порог, ну и так далее, да, там подкладывают где-то. То есть негатив может передаваться через подклад. Обращайте внимание, если есть подклады, значит, они вам прямо резонируют. Здесь может быть проклятие, но
смотрите, здесь может быть и переклад проклятия на вас. Имейте это в виду. Осторожно, внимание, ахтунг, да. Attention или обережно. Абуа. Или связано это как-то с мужчиной, с властью, с военным мужчиной, с прокурорами, служащими мужчинами, да. Ну, с мужчиной это может быть и по родовой программе отца, это проклятие. Ну, или с братом, например. Там. Амулет, ну, может, носите, может быть, есть, носите, да, может быть, передали вам. Не ваш, может быть, это амулет не ваш, может быть, проклятие через амулет, может быть, ну, может, это и защитный ваш амулет, вот так. Какой-то амулет здесь у вас есть, он как-то играет роль. Но он на сердечной чакре, он может усиливать защиту, да. Я не могу вам сказать точно. Почему? Потому что это общий расклад. Я вам даю знаки, чтобы вы ориентировались. Вот и все. Так, инкуб. Смотрите, здесь есть очень сильная привязка к мужчине. Не суккуб, к женщине, а инкуб. Если еще егельет, то вообще будет капец. То есть зависимость от мужчины, эротического характера. Чем берет этот мужчина? Голосом, волей, сексуальностью. Мужчина. Все проблемы идут по мужскому роду. Мужская негативная родовая программа, привязка к мужчине, проблемы с мужчиной связаны и так далее. Мальчик. Здесь может быть этот мужчина мальчик, может быть и вы мальчик, может быть это ваши дети как-то тут играют роль, сын, например, брат, например. То есть это давно. То есть, смотрите, какие негативные моменты. Проклятие по роду отца, подклады, но обычно проклятия идут по роду, по родовым программам. Ну, может быть, переклад каким-то образом был. Такое тут идет. Связано это крепко с мужчиной, сексуальной привязкой, с родственником, в том числе с братом, с отцом. Может играть какую-то роль ребенок, сын, ну или это что-то с детства идет. Особенно у мужчин здесь. У мужчин, которых, вот знаете, есть категория мужчин, которым надо войти в интимную связь со всеми женщинами. И оно уже как проклятие. Бывает. Вот это идеальная картина. Но изначально это не его, этот мужчина рождается, он чистым, но может быть это был переклад на него, да, либо это проклятие рода уже, да, по линии отца. Ну, вот такое. Хорошо, органы. Через один посмотрим. 1, 2, 3 и 4. Ну и здесь дадим 3 карты. На каких органах это может быть? Ну и смотрите, для женщин, вот здесь как негатив, да, ну что-то по линии отца с отцом, с родственниками, с мужчинами проблемы могут быть. Или такая, знаете, мужчины постоянно бросают вас, а вы вот убиваетесь по ним и не можете отпустить. Вот этот момент тут тоже может быть, для женщин особенно. Так, здесь лимфоузлы, обращайте внимание. На проклятие у вас грудь, или легкие. С мужчиной связана беременность. Это может быть и родовая программа отца, и проблемы с зачатием, проблемы с родами, ну и проблемы с ребенком. Кисть руки, но это свидетельствует о защите. Не знаю, либо вам эту защиту надо ставить, либо она у вас есть. Уши, слух. Помните, я сказал, что этот мужчина с вами разговаривает. Да. Вы его слышите, этого мужчину, каким-то образом. Может он говорить вам? Да. Может ли это быть что-то написанное? Ну, в принципе, да, вы тогда читаете и слышите это. То есть
голос и ухо, да, слышать, говорить, общаться, писать, то есть вы с ним общаетесь, с этим человеком. Что мужчина? Мужчина нога, но нога идет в прошлое, вы связаны с этим мужчиной. Ну и мальчик печень. Здесь, смотрите, печень – это агрессия, обычно она в высшем миру, но это как бы может быть связь с какими-то агрессиями, с высшими темными силами, может быть. Что печенка – это фильтр, может быть какие-то печеночные заболевания с детства, да, то есть инфекционные заболевания печени в том числе. Еще раз, лимфоузлы, легкие, беременность, кисть руки, уши, нога и печень. Вот на эти органы вот это все будет действовать. Ну и давайте посмотрим, где оно перекликается в быту у вас. Где оно перекликается у вас в быту. Я даже вот последнюю комбинацию не буду толковать, вы сами все поймете. Смотрите, подклад у вас идет по лимфоузлам. Видите как? Ну и здесь обратите внимание, здесь прямо выпадает Луна, то есть подклады должны у вас как-то, ну прямо вы должны их видеть, эти подклады, по идее, да. Если они только не в прошлом, если вы от них не избавились, да, они там лежат у вас в прошлом, эти подклады. Дальше проклятие, грудь, ну или легкие, дыхание и сила. Может ли быть сильное проклятие? Да, в том числе на грудь, на легкие и удар по защите, потому что вот это символ защиты или щита всегда. Ну и опять смотрите, мужчина, женщина, мужская энергия, женская энергия, особенно на сексуальной чакре. Лилии, беременность, и здесь выпадает поиск. Поиск чувств, поиск ребенка, поиск зачатия, поиск рождения, поиск. Не пояс, а поиск. Дальше. Амулет. Кисть руки. И у нас выпадает четверка пентаклей. Но здесь что-то вы не можете отпустить, либо держите что-то. Но это может быть и что-то хорошее. Оно у вас на сердце. Может быть, есть действительно то, что вас защищает. Ну, оно может справляется, может не справляется. Это уже нужно смотреть индивидуально. Смотрите, инкуб. Уши, то есть слышите зависимость какую-то, да, и это власть мужчины над вами. Застреваете между мирами, не знаете, что делать, не знаете, как идти вперед. Такие трудности. Дальше. Мужчина, нога, мужчина прошлое. И связано это может быть с семьей, с родом, с отцом, с дедом, с братом, с родственниками по мужской линии. Мальчик, печень. И влияет это на род, дом. То есть тут что-то родовое, плюс родовое может быть, и оно родовое может быть как бы между родственниками какие-то проблемы. Например, родственники подклады устраивают, вот, магичат родственники. И все завязано на мужчину, на родственника, на мальчика в том числе. Мира вам и вашему миру. Берегите себя, любите себя и миры, которые окружают вас. Если чувствуете, что есть резонанс и хотите более точно, можно это все делать по фото индивидуально. Мои контакты найдете на экрані і в закріпленому коментарі в описанні. Все буде добре, лишайтесь на зв'язку, почуємось, па-па.